Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео мы с вами приготовим вот такую аппетитную закуску из слоеного теста. Такая закуска отлично подойдет к любому праздничному столу. Я покажу вам с 3 разными начинками, а вы выберите, какая вам больше по душе. Хотя все они очень вкусные. И самое главное, что это быстро, вкусно и красиво. Так что пойдемте готовить вместе со мной. И сначала мы приготовим начинки. Для первого варианта нам понадобится немного вареного шпината. И лучше, если вы его немного измельчите. Мне это удобно делать ножницами. И еще нам понадобится рикотта. А вы можете использовать творог. Самое главное, чтобы у нас получилась густая масса. Солю и добавляю черного молотого перца. И хорошенько перемешиваю. И по желанию можете добавить ложку тертого пармезана. Особенно если вы использовали рикотту, пармезан поможет вам сделать начинку погуще. Первая начинка готова. Для второго варианта нам понадобится немного рикотты и вяленые помидоры. Вяленые помидоры я нарезаю на мелкие кусочки. Добавляю к рикотте и также добавляю ложку тертого пармезана. И присолите по вкусу. Хорошенько перемешиваем, и наша вторая начинка готова. Вот такая густая начинка у нас должна получиться. Для третьего варианта нам понадобятся грибы. Я уже их поджарила на сковороде с чесночком, горьким перцем и добавила петрушку. И также измельчаю их как можно мельче. Следующий ингредиент – это моцарелла. Натираю ее на крупной терке. Нам понадобится половина тертой моцареллы. И добавлю немного рикотты, чтобы начинка не была слишком густой. Солю по вкусу. Добавляю немного черного молотого перца. Хорошенько перемешиваю, и наша третья начинка готова. Вот такая начинка у нас должна получиться. Все 3 начинки готовы с вялеными помидорами, со шпинатом и с грибами. И теперь приступим к приготовлению нашей закуски. Берем слоеное тесто прямоугольной формы и на краешек выкладываем начинку. Первый мы сделаем с начинкой с грибами. Теперь закрутим в маленький рулетик. Чтобы получилось плотнее и аккуратнее закрутить, я поправляю таким образом ложечкой. И прокручиваю еще раз, и все. Из этого листа слоеного теста мы приготовим закуску из всех 3 начинок. Теперь аккуратно ножом отрезаю по краю. И нарезаю на кусочки. Лучше делать маленькие кусочки на 1-2 укуса. Поэтому эта закуска отлично подходит к любому фуршетному столу. А теперь я острым ножом сделаю несколько надрезов сверху. И так будет еще красивее. Вот таким вот образом. Отправляю их в форму для выпекания и приступим ко второму варианту. Сейчас мы сделаем с начинкой со шпинатом. Также выкладываю начинку на край. Закручиваю в рулетик. И отрезаю по краю. Нарезаю на кусочки. И делаю несколько надрезов сверху.
Приготовили и эти. Также выкладываю в форму для выпекания и приступаю к третьему варианту. И теперь приготовим с вялеными помидорами. Это очень вкусно. Кто не пробовал, попробуйте. Любители вяленых помидор обязательно их оценят. Напишите мне в комментариях, кто из вас любит выпечку из слоеного теста. Аккуратно закручиваю последний рулетик. Нарезаю на кусочки и надрезаю сверху. Мне так больше нравится, но вы, если хотите, можете пропустить этот этап. И отправляем в форму для выпекания. Теперь смешиваем желток с небольшим количеством молока и смазываем все слойки. Напишите, кто-то из вас готовил такие слойки? И что классно, что их можно готовить с различными начинками. Так что можете экспериментировать и готовить с чем пожелаете. Ну и теперь отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваем на 180 градусов и выпекаем, пока они не станут красивого румяного цвета. Посмотрите, как они запекаются, стали такими пышненькими уже. Еще немного и будет готово. И подаем. Я вам советую приготовить их, но отправлять в духовку по приходу гостей и подавать их горяченькими, так еще вкуснее. И вот такие пышечки из слоеного теста у нас получились. Посмотрите, какие они аппетитные. Мне кажется, рецепты из слоеного теста всегда удачные и, самое главное, быстрые. Особенно для тех, у кого мало времени на приготовление разных вкусняшек. И такая закуска подходит как для посиделок с друзьями, так и к любому праздничному столу. И к фуршетному столу так точно. Я для вас готовлю еще несколько идей закусок из слоеного теста, так что не пропускайте следующие выпуски. Вы точно найдете для себя что-нибудь интересненькое. А сейчас давайте я вам покажу их поближе. Смотрите, какие лакомые кусочки. Хорошо пропеклись, румяненькие. Сейчас попробую. Это очень вкусно. И начинки достаточно. А вот эти с грибами. Видите тоже, сколько начинки? А эти с вялеными помидорами. Очень вкусные. В общем, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И мы вместе будем готовить разные вкусняшки. И на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!